Ребятушки, солнце, море, пляж, пальмы — это, конечно, все здорово и красиво, но сколько на самом деле стоит месяц проживания в этой прекрасной стране? Мы уже 3 месяца проживаем в городе Нячанг, и сегодня я с вами поделюсь информацией о том, сколько мы тратим в месяц на жизнь здесь. Вы просили этот выпуск, и я его делаю специально для вас. Обязательно подписывайтесь, комментируйте, сами все знаете. А я здороваюсь с каждым из вас. Всем доброе утро, добрый день и добрый вечер. Погнали! Итак, друзья, прежде чем я начну приводить цифры, стоит проговорить один момент, что все сугубо индивидуально. У каждого из нас разные требования к уровню жилья, у нас разный уровень жизни, к которому мы привыкли, у нас по-разному будет выглядеть потребительская корзина, нюансов на самом деле очень много, поэтому обязательно учитывайте это. Не значит, что приехав в Вьетнам, вы будете тратить столько же, сколько и мы. Если вы вдруг проживаете в городе Нячанг или, может, в другом вьетнамском городе, обязательно пишите в комментариях, сколько тратите в месяц на жизнь здесь вы. Будет интересно почитать и сравнить. Итак, начинаю рассказывать о цифрах. Первая и главная статья расходов, конечно же, это жилье. Мы проживаем в самом центре Нячанга, на первой линии. У нас однокомнатная квартира с отдельной спальней. У меня есть полноценный обзор на нашу квартиру. Если вдруг не смотрели, обязательно смотрите. Ссылочка где-то сейчас всплывет. Также оставлю ее в описании под этим роликом. Обязательно стоит учитывать тот момент, что жилье здесь можно найти на любой вкус, цвет и кошелек. Цены начинаются от $100 и до бесконечности. То есть вы обязательно найдете вариант, который вам подходит. В этом проблем никаких нету. Предложений очень много. Что же касается нашей квартиры, то нам она обходится 7,5 миллионов донгов. Но это еще не все. Также мы платим 500 тысяч в месяц за менеджмент. Это обслуживание дома. Кроме того, интернет 275 тысяч донгов. И коммунальные услуги, это вода и электричество. Они выходят примерно 300-400 тысяч донгов в месяц, но это без включения кондиционеров. Если включать кондиционер, соответственно, будет выходить до миллиона, в зависимости от того, как часто вы будете его включать. Если все сложить, то квартира нам обходится 8 миллионов 775 тысяч донгов в месяц примерно. Это 29 тысяч рублей или $375. Итак, друзья, следующая статья расходов — это медицинская страховка. Я настоятельно всем рекомендую в любом путешествии, в любую страну оформлять медицинский страховой полис. При въезде во Вьетнам никто его требовать не будет, это не обязательно, но разные случаи бывают. И если вдруг вам потребуется медицинская помощь, учитывайте, что здесь она очень дорого обойдется вам. Я нередко встречаю случаи в телеграм-каналах, когда людям собирают пожертвования на оказание медицинской помощи. Разные случаи бывают. Чаще всего люди страдают от того, что падают с байков, получают какие-то повреждения и сталкиваются с той ситуацией, что они не могут покрыть расходы, которые требуются для оказания медицинской помощи. Это происходит, потому что люди вместо того, чтобы потратить 2-3 тысячи в месяц на оформление медицинского страхового полиса, в итоге пренебрегают этим, и происходят такие ситуации. Мы, когда приезжали во Вьетнам, оформили страховые полисы в российской компании Альфа-страхование. Они нам обошлись примерно в 3000 рублей на человека, то есть 6 тысяч на двоих. После того, как эти полисы закончились, мы оформили страховые полисы здесь, в местной страховой компании. Компания называется Bao Viet. Всем рекомендую поступить именно так же. Стоят такие полисы дешевле, чем в российских компаниях. Нам они обошлись примерно в 900 тысяч донгов на человека на 2 месяца. Соответственно, в месяц будет выходить 450 донгов на человека, на двоих 900 тысяч донгов. То есть на двоих на страховке у нас примерно выходит в месяц 2800 рублей или $38. Следующая статья расходов — это визараны. Конечно, очень неприятно каждый месяц тратить определенную сумму на то, чтобы продлить свое пребывание в этой стране. Но других вариантов нету. Бизнес-визы, инвесторские визы, студенческие визы, они стоят достаточно дорого. В год примерно $2000. Про визараны у меня достаточно много выпусков, уже 3 штуки. Тоже, если не смотрели, смотрите, очень даже интересно. Соответственно, каждый месяц мы ездим на визаран, на слипбасе, границу
границы Лаосом, выходим из Вьетнама, пересекаем границу с Лаосом и возвращаемся обратно. Обходится нам это примерно 80 баксов на человека. $55 стоит место на Слибасе и $25 стоит e-виза. На двоих, соответственно, это 12 400 рублей или $160 примерно. Опять же, тут есть варианты, стоит это проговорить, что есть вариант поехать на VIP-слибасе, там более комфортабельные условия. Можно вылететь в другую страну соседнюю, Индонезию, Таиланд, задержаться там на выходные, посмотреть местные достопримечательности. Можно вернуться одним днем, как угодно. В общем, вариантов очень много, но я рассказываю о нашем опыте и привожу наши цифры. Следующая статья расходов достаточно небольшая, но тоже о ней рассказать стоит. Это мобильная связь. Я показывал в одном из роликов, как мы оформляли сим-карты здесь местного оператора Винофон. Всем рекомендую этого оператора, потому что по приезду мы купили сим-карты в аэропорту Viet Mobile и остались очень недовольны качеством связи, качеством интернета, поэтому решили сменить оператора и ни капли не пожалели. Обошлись нам эти сим-карты. Одна сим-карта стоит 500 тысяч донгов, она оплачена на полгода. То есть это примерно 84 тысячи донгов на человека в месяц. На двоих это примерно выходит 168 тысяч донгов, 575 рублей или $7,5. Итак, друзья, следующая статья расходов, самая большая, это продукты, еда, походы в магазины, в кафе и так далее. Я объединил это все в одну большую группу, то есть это продуктовая корзина и плюс какие-то там бытовые вещи, там туалетная бумага, зубная паста, стиральный порошок и так далее. Все это будет в этой сумме. Стоит отметить, что это самая индивидуальная категория, наверное, которая может быть. Кто-то вообще дома не готовит, кто-то питается только в кафе, кто-то наоборот готовит только дома. То есть все сугубо индивидуально. Сейчас расскажу, как все устроено у нас. Мы завтракаем чаще всего дома, делаем яичницу, варим кашу, бутерброды, сосиски, что-то такое. Обедаем мы чаще всего дома, готовим сами. Ужинаем мы чаще всего в каких-то кафе, либо тоже заказываем еду на дом. Итак, трата. Мы примерно 4 раза в месяц ходим в большой супермаркет, закупаемся. Сумма примерно выходит $1 миллион донгов. Соответственно, 4 раза в месяц получается 4 миллиона донгов. Следующее это кафе и заказы еды. На это у нас уходит чуть больше, примерно 5 миллионов донгов в месяц. Еще мы ходим в местные магазины, в маленькие супермаркеты, которые располагаются рядом с домом. Покупаем фрукты во фруктовой лавке. И на это еще уходит дополнительно 3 миллиона донгов в месяц. То есть на эту статью расходов, продукты, еда, походы в магазины, сюда же входит различная бытовая химия. Уходит примерно 12 миллионов донгов. Это около 42 тысяч рублей или $510. Итак, друзья, в общем, вот таким образом выглядят наши ежемесячные траты. Если все сложить, то получается около 85 тысяч рублей или $1100. Не знаю, много это или мало. Опять же, если вы вдруг проживаете во Вьетнаме или в городе Ничанг в частности, обязательно пишите в комментариях, сколько тратите в месяц на жизнь здесь вы. Будет интересно почитать и сравнить. Еще хочу проговорить, что, скорее всего, если бы у нас была возможность, мы бы тратили чуть больше. Я сейчас практически не имею источников заработка, поэтому если вдруг вам нужен удаленный сотрудник или у вас есть работа в городе Ничанг, обязательно пишите, с удовольствием рассмотрю все предложения. В общем, сюда еще можно добавить, конечно, аренду байка. Мы бы тоже хотели арендовать байк. Стоит это примерно 100, 200, 300 долларов в месяц, в зависимости от модели и так далее. В общем, нюансов много. Насколько часто вы будете на нем ездить, потому что, опять же, вы будете тратиться на бензин, на парковку. Обязательно учитывайте это, закладывайте в бюджет. Также можно тратиться на развлечения, то есть это различные массажи, посещать различные местные достопримечательности, коих здесь огромное количество, съездить на Винперл тоже, там горячие источники, очень много всего. Можно посещать спортзалы, ходить в бассейн, это примерно абонемент стоит от миллиона до 2 миллионов донгов в месяц. То есть при желании, конечно, сумму можно увеличивать, мне кажется, до бесконечности. Можно жить более на широкую ногу, в лучших условиях.
жить и кайфовать. В общем, на самом деле предела суммы нету. Итак, друзья, вот такой вот выпуск получился. Все выводы делайте сами. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, сами все знаете. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на наш чат о жизни во Вьетнаме. А на этом все. Пока-пока. Еще увидимся.